Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее, что или кто в вашей жизни появится неожиданно, как изменится ваша жизнь за период Урана в Близнецах. Ну, конечно, это транзит более долгий, с заходом аж на 33-й год, то есть 7 лет. Это будет происходить, и вот буквально в конце апреля только Уран 26 числа переходит в знак Близнецы, до этого был в Тельце. Но вот мы с вами узнаем, что же будет меняться в вашей жизни до конца 2026 года. И вот этот планетарный транзит, он у вас затрагивает четвертый дом гороскопа. Четвертый дом – это сам по себе дом, это наша ресурсность, это наша безопасность, это наши близкие, это наш ближайший, может быть, круг общения. Это как и люди, надежные, стабильные. Но тут есть такой момент. Вы можете уже сейчас, а вы очень интуитивные люди, где-то ощущать, что в моей жизни уже что-то меняется. Меняюсь я сам или я сама. Я по-другому смотрю на мир. Я, может быть, по-другому выстраиваю отношения. Может быть, и новые люди появились уже в вашей жизни или стали появляться. А, возможно, прежние связи вам самим захотелось как-то так пересмотреть. Так вот, это те, потому что люди, это очень важно. Есть ведь те, которые нас способны вдохновлять, те, которые нас способны поддерживать, а не создавать нам какие-то препоны, преграды. Но в целом это, конечно, будет означать некоторый ваш тыл, как и сама по себе основа чувства безопасности, которую приносит правильное общение, правильные люди, но для кого-то из вас. Вот на долгие 7 лет, хоть мы и рассматриваем до конца года, да, наш прогноз, но ведь тут, знаете, как фундаментальные какие-то перемены могут происходить в вашей жизни. Вполне вероятно, что кто-то надумает и отправится куда-то далеко. Может быть, то, чем вы сейчас занимаетесь, это одно. Но за последующие 7 лет вы как-то и сами очень изменитесь. Ну и, может быть, ваше направление в зависимости от того, что будет более стабильно, от того, что и вам приносит вдохновение, ну и дарит это чувство безопасности. Но ваша интуиция вам будет подсказывать направление, в котором лучше двигаться. Слушайте свою душу, она у вас мудрая, потому что эмоциональная безопасность для вас тоже по четвертому дому очень важна. Ну ладно, у нас две колоды Чару Маркетти. Первая – это у нас колода Ленорман, и мы спрашиваем, если мы заявили неожиданности, кто или что появится в вашей жизни неожиданно или неожиданности сами по себе, в какой сфере жизни их ожидать. Ну и рассмотрим, конечно, значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Спросим, что идет. Возможно, вы что-то завершите сами. А я допускаю, что есть желание что-то завершить уже прямо сейчас. Может быть, кто смотрит расклад несколько раньше. Еще как бы сам по себе транзит не набрал силу, да? Но вы не знаете, как поступить. Но все же вот мы узнаем, раскроем, а что придет взамен. Если что-то уходит, то что же приходит на смену? И что нового буквально спешит в вашу жизнь? В чем ваша сила, мои дорогие рыбы и рыбки? В чем ваши ресурсы или, ну, как, знаете, что получится у вас осуществить. И вот такую карту достанем, интересную, хитрую, неожиданный поворот судьбы. С чем это может быть связано или с кем? Ну и в целом, к чему приготовиться, рассмотрим это как карту совет, но и одновременно может даст подсказку с заходом на 27-й год. Итак, что ж там неожиданно? Кто или что появится неожиданно? Ну, наверное, все то, что я сказала до карт, вы сами что-то меняете, вы понимаете, что да, так вот и хочется этой самой безопасности, как эмоционального чувства, так, может быть, это и люди, которые нам либо ее дарят, либо мы себя чувствуем рядом в этом, да, как в одной общности, более себя и надежно, нам нравится чем-то заниматься. Но и нам как бы не подрезают крылья, хочется сказать, не сковывают нас. И в связи с этим вы готовы сами от чего-то отказываться. Коса. Мы как с одной стороны мы подводим итоги, с другой стороны мы получаем богатый урожай. Все-таки коса, да, это сбор урожая. Но карта подсказывает, коса острая.
Не поранься. Давайте достанем дополнительную карту. То есть тут есть все-таки завершение. Точно завершение. Как образ жизни, образ мыслей. Может быть, у кого-то совпадет даже, когда вы задумаетесь всерьез с переездом. То есть вот, может быть, это обстановка, кстати, по аркану, именно коса. Когда вот внешние какие-то ситуации складываются именно таким образом, что даже если вы об этом думали, но, может быть, думали и не приходили к выводу, или не видели, что вот именно теперь нужно действовать. Поверьте, до конца 2026 года будут как минимум 2 раза. У вас 2 пункта такие в жизни, когда вы понимаете, нужно действовать прямо сейчас. И у нас изобразил Чиромаркетти Анубис, владыка подземного мира. Это знаете как? Да, конечно, это тот бог, который, ну, как мы говорим, хранитель подземных недр, богатств, сокровищ, мои дорогие. И где-то карта определяет, что, с одной стороны, прежний этап жизни закончился, но теперь нам предстоит подумать, каков же следующий этап. И вот этот Анубис, да, изображение, нам говорит, вот есть что-то, что тебе нужно оставить в прошлом. Не имеет это значения. А планета Уран сама по себе планета неожиданных трансформаций, революционных перемен. Но, повторяю об этом каждый раз, нового вкуса свободы. Когда мы понимаем, что какое-то время мы как в застенках находились, мы не могли что-то осуществить, а теперь нам уже не хочется что-то ждать. Поэтому, может быть, и есть какое-то прошлое, которое, да, мы его не вычеркнем. Но тогда Анубис говорит, ты не беспокойся о том прошлом. Оно тебе сейчас не столь необходимо. Доверь его мне, и я его буду надежно беречь. А твое время– это идти вперед, подводить итоги и отчасти строить планы уже на будущее, переводить самого себя как в новую реальность. Что это такое, что или кто появится неожиданно. Но вот если меня смотрят мужчины, например, это можете быть вы сами. Причем, если мы говорим по карте коса, вы можете менять работу. Вы вообще можете задуматься о сфере деятельности или наоборот. Может быть, у кого-то это совпадет, когда необходимо учиться. Ну, почему нет? Что-то новое осваивать. Именно потому, что 2 карты завершения. И самому неинтересно. Ну, вроде как и с учетом внешних событий, нецелесообразно, не приносит дохода, да. То есть это можете быть вы сами. Мои дорогие девочки, я не исключаю, что какая-то история, может быть, с конкретным человеком тоже подходит к концу. Но тут не все так просто, мои дорогие. И для мужчин, кстати, тоже. И если для вас есть любовная история, которая, может быть, с одной стороны, не все устраивает, с другой стороны, вот человек надежный. Вот тут ведь да разные могут быть коллизии жизненные. Но у нас, тем не менее, Чиромаркетти изобразил мужчину такого, который сидит с розой, обратите внимание. То есть есть все равно какая-то взаимосвязь с другим человеком, и роза– это любовь. Но если мы возьмем не только планетарный транзит Урана в Близнецах, а у нас еще очень интересный транзит Сатурна идет в этом году. Так вот, до конца июля Сатурн, он в прямом движении. Но вот что удивительно, он находится в тех же градусах, в которых был и на начало года, и на конец 2025. Это говорит о том, что, ну, есть какая-то история, которую быстро мы не завершим. Более того, с конца июля, с 27-го, Сатурн уходит в ретроградное движение, это всегда возврат к прошлому. То есть тут может быть такое, да, когда вроде бы и вы решили уже что-то завершить, а может быть и другой человек. Может быть, это какая-то тема даже для вас, обратите внимание, она касается денег. То есть 2 бубновые карты нам тут изображены на колоде Ленорман. И, может быть, это как, да, смена работы, но есть, может быть, еще и какой-то фактор, который вот вам нужно уравновесить либо с конкретным человеком, либо, может быть, еще с какими-то обстоятельствами. Я к тому, что вот Сатурн– это владыка кармы, времени, потому что это Кронос у нас буквально. Так вот, тут есть какой-то вопрос, который мы, может быть, и хотим завершить, но, наверное, это не будет происходить очень,
так вот, знаете, быстро. Тут ведь тоже, знаете, так двояко. Вот я надеюсь, это видно. Мужчина вроде держит розу, правда? Но его взгляд сам, он не выглядит счастливым. И как будто смотрит он куда-то в другую сторону. Да, он о чем-то думает. Причем, обратите внимание, Чиро Маркетти знаток символов, чисел, знаков, древних, вообще в символике. Босиком изображен мужчина. Вот когда мы босиком, это, знаете, мы чувствуем, ну, как нашу уязвимость с одной стороны в чем-то, а с другой стороны, как будто предстоит пройти какой-то путь, и мы понимаем тоже, что мы можем пораниться. Но чуйка, опять же, у вас работает, интуиция великолепна, вы самый мудрый знак. И, может быть, вы чувствуете, да, что вроде идти надо вперед, а гарантии как будто нет. Вот это как раз значение и может означать, что мне вроде как надо сделать первые 2 шага, а вот гарантий нет никаких. На что-то нужно решиться. Но и прошлое, оно уже ни разу не вдохновляет. Мысли какие-то, мои дорогие. Что или кто появится неожиданно? Ну, наверное, в сторону якоря все равно. Будет у вас какой-то очень важный выбор. Тот выбор, когда вы поймете отчасти, готов даже если я где-то поранюсь, да, но я все-таки пойду вперед, нежели я буду заложником какой-то прежней ситуации, потому что вам какое-то такое хладнокровное решение вот и принесет. Вот как по 4-му дому гороскопа стабильность, безопасность. Ну, где-то это может быть и эмоциональную какую-то, как ту же стабильность, но иногда это может по 4-му дому говорить сам по себе дом, как наш тыл, опять же, территория буквально. Что или кто появится неожиданно? Ну, любовь, мои дорогие. Вы знаете, карта сердца, а изобразил Чиро Маркетти 2 лебедей. Символ верности, символ искренности. Может быть, это какая-то история, даже если вот не бойтесь, правда, отпускать что-то, то, что было раньше. Свято место пусто не бывает, согласитесь. Иногда, я вот говорю, представьте, вы какую-то историю, ну, может быть, не можете принять решение. По разным причинам, мы все разные. Может быть, вы сейчас в каком-то сольном варианте. Может быть, вас не оставляют какие-то грустные мысли, да, потому что было прежде, вы уже никому не верите, например, так тоже бывает. Но пока живет даже какой-то персонаж в нашей голове, и пусть он со знаком минус, мы знаем, что нет, мы это не вернем. Но это я говорю для тех, кто в сложных, наверное, отношениях. Так вот, когда мы отпускаем именно из наших воспоминаний, вот почему и Анубис, то мы освобождаем ментальное пространство. И тогда судьба не сложит для нас такой не самый веселый сюжет, как, допустим, судьбоносное какое-то знакомство, которое могло бы состояться, да, как вот судьба у порога. Она уже стоит, мы этого не видим. Но вот уже к нам подходит какая-то возможность очень близко. Но вот эта возможность невидимая, она стоит где-то, присутствует в нашей жизни и наблюдает за нами. И если видит, что эх, нет, места занято, уходит восвояси. А мы упускаем какой-то момент. Мы думаем, ну еще раз повторится. Вот согласитесь, иногда энергетически мы не можем, и людям, мы не можем во всех измерениях что-то видеть, но вот вы можете это предчувствовать. Поэтому если у вас какая-то история, может, она уже 100 лет тому назад закончилась, не бойтесь отпускать, так и хочется сказать. Может быть, мои дорогие, для кого-то из вас помириться все-таки, у кого-то это может быть даже и семейная жизнь, которая с учетом Сатурна и каких-то еще обстоятельств все же может быть еще раз рассмотрено, как дать шанс самому себе или своему партнеру. Ну, здесь, знаете, может быть что-то очень доброе, хорошее. Кто или что появится неожиданно, ну или как новый человек. Вот понимаете, самое главное, наверное, обратите внимание, клетка и ключ. И раз ключ есть, значит, мы можем либо закрыть эту клетку, либо можем ее открыть. А можем и наоборот, запереть себя в этой клетке отчасти, да? Но вот внутри расположена роза, 2 розы, посмотрите.
Я больше вижу, что тут у вас может быть, правда, какое-то либо судьбоносное знакомство для тех, кто один или одна. Ну, а для тех, кто в паре, тут можно, конечно, закопать топор войны. Вот только решить, что с этой клеткой делать. Как будто роза завянет в одиночестве. Ее нужно обязательно взять, поставить в воду, да, как напитать новой живительной влагой. Но вот выбор, вот этот ключ, это делаете только вы. У кого-то именно кто? История взаимоотношений, так и хочется сказать, на кону стоит в 2026 году. И, как я сказала, именно во власти ключа найти решение проблемы. Мы можем как от поворота ключа либо закрыть, либо открыть. Все зависит от стороны, куда мы повернем этот ключ. И это может быть такой инструмент, как ваше решение, когда либо это будет освобождение, либо это заточение. Вот и правда у вас, у кого-то, по крайней мере, или из вас выбор партнера. Именно по личной жизни. Ну, я не исключаю, что это может быть и партнерские отношения, и выбор работы. Все же мы все разные. Но вот все стремится к добру, благополучию, гармонии. Очень добрая карта клевер. Это, знаете, даже вот когда она выпадает, это, знаете, такое благополучие, когда, ну вот все сферы жизни, они согласованы. Когда, если и существует вот эта гармония, радость, уверенность, вот у вас еще тем более якорь, то вот это все получится. Очень интересно, что это соответствует шестерке бубен, или мы говорим на Таро шестерка пентаклей. Это помощь высших сил. Вот вам высшие силы помогают. Ну, бубен — это еще у нас документы, деньги, взаимодействие, может быть, оформление каких-то документов. Вот тут для вас. Пусть это как неожиданные возможности какие-то могут появиться. Неожиданный партнеру может быть бизнес, работа, построение карьеры. Кто-то будет рад вас видеть, с вами взаимодействовать. Но выбор, мои дорогие, делаете только вы. Что идет? Какая-то прежняя тема, когда вы, возможно, были уверены, что вы поступаете правильно. Может быть, это даже какое-то новое направление, которое вы до мая, да, может быть, касается работы по пажу мечей, когда вы думали, что, ну вот, да, я поступаю верно. Тогда не бойтесь до конца 2026 года еще раз что-то передумать. Вот причем кто-то из вас может передумать на 180 градусов. Так что это уходит. А для кого-то из вас уходит буквально конфронтации, ссоры. Для кого-то с конкретной персоной королева жезлов, может быть, и есть тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. И с учетом пажа мечей здесь может проходить какая-то история, ну вот как отношения, которые часто, может быть, сопутствовали, или спор, да, принимали, или когда вы были с конкретным человеком в противоположных совершенно мироощущениях, но и в каких-то жизненных взглядах. А тут может быть как изменение, кстати, в жизни конкретного человека, который будет оказывать влияние на вашу жизнь тоже. Но здесь может быть, знаете, как по разные стороны баррикад, что уйдет. Вы знаете, тут уйдет какое-то ожидание. Вот обратите внимание, Чиро Маркетти прорисовал девушку и воина, рыцаря. Но рыцарь — это только образ. Девушка конкретная, как будто в нашей реальной жизни. И вот она, словно изогнувшись назад, предается каким-то сладким воспоминаниям. То есть есть что-то доброе вспомнить. Но ведь это только образ. Вот опять же, возвращаясь к самому началу. Видимо, ну не избежать проведения параллели между прошлым и настоящим. То, что обещалось, ну, может быть, вот на сегодняшний день, что мы имеем. Может быть, и есть какие-то добрые, да, минуты, которые мы вспоминаем. Но есть и те минуты, когда, ну, не очень добрые или сложные воспоминания. Вот именно вот эти две составляющие будут для вас означать какой-то выбор. Но вы сделаете этот выбор. И если внутренний был такой раздрай, да, или какая-то была даже для вас эмоциональная небезопасность, то это уйдет. Или, возможно, вы это сами будете завершать. А что придет взамен? Праздник, мои дорогие.
праздник, возможности, новые люди приходят. Иногда это, знаете, как новая команда, новая работа, новый праздник, новое общение. Да, иногда эта карта тоже говорит, что может быть и выбор какой-то, который вы быстро не сделаете. Новый совершенно человек, новые какие-то возможности. Вы можете мешкать, раздумывать, но тем не менее очень добрая карта. Конкретно в этой колоде праздник, да и все. Новая энергия. Точно, вам как будто по судьбе. Ну или новые люди. У кого-то из вас может быть много знакомых, много людей такого общения, которого у вас не было, может быть, первую половину 2026 года или предыдущие годы. Что нового придет взамен? Жить будет интереснее. Вот если нам тут карты говорили о какой-то философии, о сомнениях, может быть, и когда жизнь вас постоянно какую-то сводила, ну, знаете, как какой-то точке, когда вы переосмысляли что-то до бесконечности. Вот теперь как будто это не спадает, это вообще не имеет значения. Здесь совершенно живые, добрые, радостные энергии врываются в вашу жизнь. Вот конкретно, ведь это карта скорости, это карта доброй трансформации. А я бы сказала, с Верховным Жрецом, это вам по судьбе. И правда, 4-й дом гороскопа, может быть, даже и происходят эти перемены, но это к добру. Что спешит нового в вашу жизнь буквально? А вот снова нам карта 8 мечей, ведь это карта искаженного восприятия. То есть, видимо, пока вот мы что-то не завершим, так и новое не может войти в жизнь. Что спешит на ваш порог? Опять же, 9 нам говорит, что мы как в какой-то неуютной серой зоне были. Вот за этим забором не могли что-то осуществить. Может быть, были какие-то такие объективные причины, когда вы не могли куда-то поехать. Вы не могли, ну, как с собой не располагали, да? В силу разных причин меня люди смотрят из разных стран, и у каждого тут что-то свое. И от этого вы даже где-то разуверились. Так это к чему идет? Что же в конечном итоге спешит в вашу жизнь? Победа. Вот смотрите, ваша победа будет как раз вот в решении или в решимости на какой-то вопрос решиться, на отношения, может быть, или с чем-то разобраться, позволить, по крайней мере, высшим силам, ну, может быть, ангелам-хранителям, позволить по-доброму участвовать в вашей жизни. Как ни странно, ваша победа строится от того, когда вы проститесь с прошлыми разочарованиями, или когда вы, ну, кто-то мог находиться даже в такого рода сложных отношениях, будь это даже по работе. Тоже по-разному складываются. Иногда, ну, может быть, ваше окружение как-то так вот создает для вас, ну, такую ауру, как будто все важные, да? Может быть, все сотрудники как-то себя позиционируют так, как, ну, number one, а вы вроде как на вторых ролях. А вам-то ваша душа, она просит своего полета. И вот, понимаете, самодостаточность ваша, рост этой самодостаточности, самодоверия будет как раз вашей основной победой. Победа спешит буквально. Может быть, вы за долгое время, мои дорогие рыбы и рыбки, вот странный, да, такой вот триплет выпал, вы добрые люди, и, может быть, очень долгое время вы согласились на эти вторые роли. А бы было тихо, вот есть такое выражение. Ну, вроде тихо, да, ну, всем хорошо, а мне? Вот лично вам. Поэтому, наверное, вот такая основная метаморфоза, внутренняя перестройка, она неизбежна до конца 2026 года. Если этого не произойдет, мы рискуем как будто так и остаться вот в таких грустных мыслях. А тут ведь, по сути дела, девушка с завязанными глазами. Все вот эти выстроенные мечи – это не более чем иллюзия, и ее ничто не держит. Вот, видимо, собраться, решиться вам на что-то нужно. И как только вы сделали первый шаг, вы будете видеть, словно высшие силы вам помогают. Будет эта победа. Но далее эту победу, как заданные рубежи, будьте готовы, вам придется еще и удерживать. Что получится осуществить или в чем ваша сила? Ваша сила, когда вы действуете холодной головой. Ваша сила в том, когда вы даже подписываете бумагу, контракты, договоры и знаете, как закон работает в отношении вас. Ваша сила действительно
холодная голова и, знаете, такая рассудительность. Никаких эмоций. 2 мечевые карты. Интеллект, не более. Есть какая-то десятка мечей. История, да, которая опять же должна завершиться. Вот даже в чем ваша сила? Ну, может быть, вот эта победа строится, как я только что сказала, когда вы сами проводите правильные параллели. Это мне нужно или нет? Может быть, есть какая-то тема, я уже в ней сделал все, что мог, или сделала все, что могла. Вы понимаете, если вы не добавите куда-то эмоций, то для вас нет ничего невозможного. Как только вы позволите либо себе, либо кому-то отчасти, ну, вам что-то напоминать до бесконечности или воздействовать на вас, играя как-то свою мелодию на ваших струнах души, вот это будет любое ваше начинание очень сложно осуществить. Не пропускайте через свои эмоции. И тогда, ну, видимо, здоровое равнодушие есть в этом точно, мои дорогие. Третья идет мечевая карта. Когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. В этом ваша сила. И, кстати, вы как эксперт выпадаете, ведь это ваша сила. Пусть мы можем трактовать как знание закона или какие-то важные люди в вашей жизни. Может быть, ваша сила даже отчасти как раз и будет говорить. Если ты себя окружаешь ресурсными людьми, если ты себя окружаешь отчасти с людьми именно теми, которые имеют рычаги влияния, да, на других. Может быть, это правильно с руководством по работе выстроить взаимоотношения. Вот это вам все помогает. В этом ваша сила. Может быть, и придется некоторые темы вам, ну, так красиво, дипломатично, по-честному обсуждать с вашим руководителем, но ведь вы наделены большой эмпатией. Вы даже сложный разговор можете построить очень гармонично. В этом тоже ваша сила. И здесь вас в этом не обойдет никто. Неожиданный поворот судьбы. Тут может быть какой-то проект, который требует работы над ним. Здесь может быть какое-то важное решение, которое именно ваше, по части вашего продвижения, по части построения карьеры. Где-то мы можем сказать тоже, ведь иногда семерка пентаклей будет говорить, что мы ничего не хотим менять. Ну, наверное, каждый выбирает что-то свое, то, что ближе именно вашей душе. Так вот, бездействие все-таки по этой карте или бесплодное ожидание проходит. А мы спросили неожиданный поворот судьбы. То есть мы можем так, сидячи на одном месте, ничего и не дождаться. Неожиданный поворот судьбы. А тем не менее. Вы знаете, смотрите, карта императрицы. У кого-то, правда, будет касаться личной жизни. А по императрице мы надеемся сами на себя. Я не исключаю, что это может быть поворот судьбы, к примеру, в жизни ваших близких людей. Может быть, конкретной персоной, которая вам какое-то время помогала, да, ну, и неважно, мы не будем по полу рассматривать, императрица – это сам по себе ресурсный, талантливый человек. Может быть, это тот, кто вас всегда поддерживал, тогда будьте готовы, что в жизни даже тех людей, которые вас поддерживали, тут тоже могут происходить какие-то перемены. Но вообще, в принципе, эти две карты могут говорить о финансовой какой-то ситуации и одновременно выборе. Как будто этот выбор не нужно затягивать для вас. Неожиданный поворот судьбы. А ведь и правда. Давайте скажем так. Все-таки императрица – это статусная карта. Поэтому для кого-то именно через взаимоотношения, хорошо давно знакомые. У кого-то это может быть родственник, либо это... ну, может быть, и важный партнер, может быть, и партнер по браку, или вот какая-то личная история, когда вы будете что-то тут, с одной стороны, как и на выборе, с другой стороны, ну, будете вы об этом думать, семерка пентаклей. А тем не менее, 13-й старший аркан говорит, как будто отпускай. Может быть, это отпускай буквально, кто-то из ваших близких надумает совершить переезд. И для вас это тоже будет несколько неожиданно. Может быть, я надеюсь, все правильно понимают, по 13-му аркану это не про смерть. Очень редко эта карта говорит о физиологических процессах. Она говорит о том, что это трансформируется. Неожиданный поворот судьбы. И тем не менее, здесь может быть и такая история. Вот, к примеру,
супруг, супруга получают новую должность. Или как-то складываются, может быть, так обстоятельства. Обстоятельства на работе у вас, или у вашего супруга, или у кого-то из ваших близких, в семье, мои дорогие. И происходит все-таки колесо фортуны. То есть фортуна работает, и где-то мы уже об этом говорили. Вот в этой позиции мы с вами начали с каких-то, ну, как топтания на месте, я говорила, да? И, по сути, это главное событие, что спешит вашу жизнь. Потом, оп, победа. А до этого не победа. А вот, понимаете, говорят, что завершает и там уже что-то прошлое. И вы ведь снова в неожиданном повороте судьбы. На такой вопрос нам карта говорит. Для того, чтобы фортуна в твою сторону сработала, ты должен принять, что ж какая-то тема. Или что-то завершается. Может быть, это старшие арканы. Это внешняя обстановка. Это ситуация какая-то может быть. Может быть, это то, что вас именно окружает, той местности, где вы живете, соответственно, 4-му дому гороскопа, где происходит вот как бы Уран в Близнецах, но у вас это именно 4-е астрополе. Так вот, у кого-то может касаться буквально территории, места проживания, места работы, смена графика работы. У кого-то была в офисе, а теперь будет с командировками. У кого-то были командировки, а теперь будет вообще работа на дому. То есть, ну вот с графиком жизненным тут тоже похоже. Неожиданный поворот судьбы какой-то вам предстоит. К чему приготовиться? Приготовься к тому, что будет очень много тех людей, которые тебя будут постоянно пытаться вовлечь в какие-то темы и вопросы, куда тебе не надо. И твоя задача, может быть, номер 1, как раз она в том и состоит, чтобы определить наиболее четко свои предпочтения или чем ты готов заниматься. Как ты, предположим, распланировал свой день. И не позволяй никому вмешиваться в твою жизнь, коверкать ее и резко менять твои планы. К чему приготовиться. И это где-то, если мы спросили, на 2027. А ведь и правда у кого-то будет переезд, поездка. Какая-то история в 2026 году может измениться на 180 градусов. Но, может быть, к чему приготовиться? По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. И, понятно, мы все разные. Поэтому приготовьтесь к тому, что вы сами можете изменить вот свое видение мира, свои планы, свои предпочтения, то, что вы думаете сейчас, может быть, открыв расклад буквально еще весной. И к концу года, если вы пересмотрите наш прогноз, то, оглянувшись назад, вы скажете, а ведь и правда было это и это. Потому что, ну, есть какие-то, знаете, как вихреобразные, стремительные повороты судьбы, которые будут связаны с людьми, с какими-то происшествиями или событиями вокруг вас, с тем, что происходит, или то, что будет еще только случаться. И вам придется постоянно делать вот какой-то выбор, на что-то решаться. Может быть, именно поэтому и карты сказали, тут нельзя отталкиваться от каких-то прежних методов. Тут придется себя где-то сохранять. Ну и вот холодная голова – это ваше все. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.